Жителям ЕС приготовиться. Союз готовит неприкосновенный запас медикаментов и всего, что необходимо на случай ЧП, в том числе и войны. Детали опубликованного документа о закупках. Почти половина населения Украины не верит в светлое будущее страны. Данные нового опроса. Вернутся ли на родину те, кто спасался от боевых действий за границей? Детали. Трамп в ярости из-за Путина. Как американский президент накинулся на Кремль. Новое шокирующее заявление в недипломатическом тоне. Москва отвечает: война продолжится. Новый конфликт. ТЦК уходят в подполье из-за российских ударов. Кроме того, в Украине предлагают бросать за решетку тех граждан, которые радуются таким атакам на военкоматы. По какой статье предлагают судить? Новый удар по Украине. Серия взрывов в Киеве. Пуск 2 десятков кинжалов по украинским объектам со стороны России. Атака на немецкий самолет. Берлин заявляет о том, что под лазерный прицел попал их авиаразведчик. Кто целился? Американский удар по союзнику России. Казахстан отвечает Трампу, который отправил Токаеву письмо счастья о пошлинах. А президент Узбекистана после визита в Азербайджан и разговора с Алиевым провел переговоры с Путиным. Заявление Москвы и Ташкента. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. В ЕС готовятся к войне, стихийным бедствиям и пандемиям. В ближайшие месяцы страны Европейского Союза должны составить список лекарств и медизделий для пока еще неприкосновенного запаса, который может быть распакован в результате экстренной ситуации. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на проект стратегии по медицинским контрмерам, который будет опубликован Европейской комиссией. Медицинские контрмеры – это вакцины, лекарства, диагностические тесты и средства индивидуальной защиты, применяемые в случае опасных болезней, а также химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. В документе отмечается, что государства должны позаботиться о пополнении лекарственных запасов в стратегически важных точках, а также усилить сотрудничество между гражданским и военным секторами для подготовки к следующей чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Список необходимых медпрепаратов будет готов до конца сентября этого года. После начнется оценка необходимого объема каждого продукта и отбор тех, которые можно будет закупать заранее. Также комиссия планирует разместить аварийные медицинские комплекты в каждой стране ЕС для оперативного реагирования на возможные кризисы в сфере здравоохранения. Пока не определено, что именно будет входить в состав этих комплектов, где они будут храниться и как закупаться, но обсуждение этих вопросов пройдет совместно с правительствами стран-членов. Кроме того, рассматривается возможность хранения незавершенных продуктов, а также неразрешенных в ЕС и экспериментальных лекарств и вакцин. В то же время в Латвии, несмотря на соседство с Россией, верят, что в случае военной угрозы НАТО всех спасет. По словам президента страны Ринкевичса, если понадобится, страны Балтии получат полную поддержку от союзников по альянсу. Мы хорошо понимаем, что у нас мало времени, потому что российская военная промышленность развивается гораздо быстрее. Европе нужно покрыть проблематичные сферы, которые мы в данный момент, как члены НАТО и Европейского Союза, не в состоянии покрыть. Почти половина, 47% украинцев не верят в светлое будущее своей страны. И через 10 лет они скорее видят Украину с разрушенной экономикой и с большим оттоком людей, чем процветающей страной в составе Евросоюза. Это данные соцопроса Киевского международного института социологии, который проводился в мае-июне этого года, пишет «Украинская правда». В начале войны настроение украинцев не было столь мрачное, уточняет издание. Осенью 2022 года, отвечая на этот же вопрос, в процветание Украины верили 88% опрошенных. Социологи считают, что пессимистов среди людей стало больше из-за разочарования в Трампе, который много раз обещал остановить войну в Украине. В то же время, если война закончится через год-два, треть украинских беженцев, которые выехали за границу, вернутся домой, предполагают в Институте социологии НАН Украины. Сейчас основная проблема даже не воспроизводство населения, а его безопасность. Надо думать о ближайшем будущем. Чтобы сохранить молодое поколение, желательно, чтобы война закончилась как можно скорее, тогда многие вернутся в Украину. Тем временем Трамп накануне уже не говорил об окончании войны, а лишь согласился передать Украине не наступательное, а оборонительное оружие. Издание Axios пишет, что речь идет о незначительном количестве ракет для ЗРК «Патриот». И еще о том, что Трамп давит на Германию, чтобы та передала свою батарею «Патриот». Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь с противовоздушной обороной Украины, но подчеркнул, что США пришлось приостановить последнюю поставку оружия для проверки собственных запасов, сообщили два источника, осведомленных о разговоре.
По их словам, Трамп пообещал немедленно отправить 10 перехватчиков «Патриот», меньше, чем планировалось в приостановленной поставке, и помочь найти другие источники поставок. Украина при этом готовится к переговорам с США, пишет Axios. На этой неделе Зеленский и его помощники встретятся в Риме с посланником Трампа Китом Келлогом. Тема – поставки оружия. В Кремле же пристально следят за оружейными переговорами Вашингтона и Киева. По словам Пескова, какой-то окончательной информации о том, что поставки завершены или приостановлены, все-таки не было. Поэтому очевидно, что процесс вооружения Киева продолжается, сказал Песков. И это точно не способствует миру, уверены в Кремле. Что касается того, какие именно поставки, в каком количестве продолжают поступать на Украину из Соединенных Штатов, здесь еще потребуется время для того, чтобы это прояснить окончательно. Пока много идет противоречивой информации. Внезапное решение Трампа о возобновлении военной помощи Киеву прокомментировал и Медведев в своей манере и даже придумал прозвище президенту США. Зампред Совбеза РФ назвал Трампа американцем, который снова катается на своих любимых политических качелях. Дескать, то он доволен разговором с Путиным, то разочарован, то поставляет оружие Украине, то нет. Но, уверен Медведев, в Москве все нипочем. Кремль не собирается останавливать боевые действия. Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный Главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на победу. А Трамп опять заявил, что недоволен Путиным в вопросе урегулирования войны в Украине. Критика прозвучала на заседании правительства США. При этом Трамп отметил, что его администрации приходится иметь дело, далее цитата, «с кучей дерьма, которая летит в адрес США». Он также сказал, что Путин ведет себя обманчиво, но при этом вежливо. Мы этим недовольны. Я недоволен Путиным. Это уж точно. Потому что он убивает очень много людей, и многие из них – его же солдаты. Его солдаты и их солдаты в основном. Сейчас это уже доходит до 7 тысяч в неделю. И я недоволен Путиным. При этом Трамп подтвердил, что принял окончательное решение по поставкам американского вооружения в Украину. Они будут продолжаться, но с антироссийскими санкциями Трамп до конца еще не определился. Хотя в любой момент будет готов к этому. Я рассматриваю это. Сенат принимает и уже принял очень жесткие санкции. Да, я рассматриваю это. Вы подпишете законопроект. Это не обязательный законопроект. Все на мое усмотрение. Они приняли его, но все зависит от меня. И отменить его тоже мое решение. И я очень серьезно рассматриваю этот вопрос. Буквально через пару часов после резких заявлений Трампа Москва ударила по Киеву и другим городам Украины. В небе фиксировались сотни БПЛА. Кроме того, Россия подняла авиацию МиГ-31К и ударила несколькими ракетами «Кинжал». Как заявляли мониторинговые каналы, эти «Кинжалы» были нацелены вновь на запад Украины. Согласно моим подсчетам и данным ВС ВСУ, в период с 9 июня по 8 июля Россия выпустила по Украине минимум 20 аэробаллистических ракет Х-47 «Кинжал». В России же параллельно заявили об ударе украинскими дронами по Курской области. В Курске, как заявляют местные, дрон был сбит над городским пляжем. Обломки убили 3 человек. В Рыльске было атаковано агропредприятие. В Киеве при этом недовольны действиями Пекина. Там обвинили Китай в оказании военной помощи Москве, особенно в вопросе производства БПЛА. Зеленский ввел санкции против 5 китайских компаний, которые Киев подозревает в сотрудничестве с РФ. Все из-за китайских деталей, которые нашли в сбитых российских дронах. В Украине говорят, что все доказательства давно передают Пекину. Напомню, что Зеленский не впервые вводит санкции против китайских компаний. В ЕС же накануне также заявили: Китай – щит России. Урсула фон дер Ляйен считает, что позиция Пекина по отношению к войне в Украине определит характер будущих отношений между ЕС и КНР. Если Китай заявляет, что защищает международный порядок, основанный на правилах, то он должен однозначно осудить грубое нарушение России суверенитета Украины, ее территориальной целостности и международно признанных границ и действовать соответственно. Напомню, в Китае неоднократно говорили, что не помогают России, и заявляли, что не подливают масло в огонь. Друзья, итак, каковы ваши мысли по поводу всех событий? Что думаете о Трампе, который явно начал показывать свою позицию, или же это ненадолго? Как воспринимаете слова Медведева и все же какову роль отводите Китаю? Пишите в комментариях.
Россияне передают послание представителям ТЦК, не только атакуя здания военкоматов ударными дронами, но и перед этим подписывая БПЛА. В сети активно обсуждают фотографии беспилотников, на которых написано «Для ТЦК от благодарных жителей». Тем временем участившиеся атаки по территориальным центрам комплектования уводят ТЦК в подполье. Теперь они переходят на мобильно-передвижной и цифровой форматы работы, заявляют в Украине. Такие меры приняты после уже как минимум 5 ударов по военкоматам. Из-за сложившейся ситуации командование сухопутных войск Украины обратилось к украинцам. Там призвали объединяться и быть ответственными, а атаки на ТЦК назвали ударом по фундаменту обороны и призвали вступать в ряды украинской армии. ТЦК не враг. Они являются неотъемлемой частью нашей обороны, и им нужны ваше доверие и сотрудничество. Давайте стоять вместе, объединенные общей целью, и покажем всему миру, что Украина невероятно сильна, война не закончится без тебя. Но с тобой мы победим. В эфирах украинского ТВ уже обсуждают и уголовную ответственность для тех, кто радуется ударам по ТЦК. Предлагают отправлять за решетку по статье «Государственная измена». Нет, те, кто именно радуется после попаданий в ТЦК, это вообще уже не про полезных идиотов. Давайте не путать, давайте четко разделять. Есть просто предатели. Вот человек, который радуется попаданию вражеского дрона в наш ТЦК, это тупо предатель. Это 111-я статья. И просто даже банально за высмеивающие комментарии надо сразу давать по 111-й по полной программе. Если мы этого не начнем делать, то мы просто идиоты. Что думаете о словах Дикого и заявлении сухопутных войск? Как всегда, жду ваше мнение в комментариях под этим видео. Не забудьте подписаться на канал Время Прядко и да, поставьте лайк этому видео, конечно, если не сложно. Спасибо. Атака на немецкий самолет. Китай навел лазер и атаковал авиаразведчик Бундесвера. Немецкая пресса продолжает гудеть из-за прецедента в небе. Громкое заявление из Берлина. МИД Германии обвиняет китайских военных в опасном лазерном обстреле. Все произошло у берегов Йемена в разгар операции ЕС «Аспидес». Издание «Шпигель» уточняет, что китайцы взяли на мушку немецкий разведывательный самолет, который был арендован для миссии и управлялся гражданскими летчиками. На борту могли находиться до 4 солдат Бундесвера. Самолет, базирующийся в Джибути, выполнял задачу в рамках морской операции ЕС в Красном море, когда вблизи китайского военного фрегата в его сторону был направлен лазер. И это без каких-либо предупреждений по экстренной частоте. В Берлине заявили, что угроза немецкому персоналу и срыв миссии – это абсолютно недопустимо. Ответ не заставил себя ждать. Китайский посол срочно вызван на дипломатический ковер. Инцидент произошел при сближении с китайским фрегатом. В отличие от принятых процедур, экипаж китайского корабля не выходил на связь по аварийной частоте. Возможные повреждения пока неизвестны и остаются предметом расследования. Из-за текущей кризисной ситуации в регионе воздушное движение остается ограниченным. В то же время Шпигель пишет, что пока неизвестно, нанесен ли самолету ущерб. Расследование продолжается. В целом же операция, в которой принимал участие самолет, стартовала для защиты торговых судов от атак хуситов, поддерживающих Хамас в войне против Израиля. Германия направила в зону конфликта до 700 солдат, а Бундестаг недавно продлил мандат миссии. Американский удар по союзнику России. Казахстан отвечает Трампу, который отправил так называемое письмо счастья Токаеву о том, что с 1 августа США вводят 25% пошлины на казахстанские товары. В Астане уверяют, что сдержат удар американского президента, а его действия никак не повлияет на экспорт товаров. Под новые тарифы не попали нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и титан. То, чем реально интересуется Америка. При этом большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов. Это касается основных сырьевых и стратегических товаров нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95% экспорта Казахстана в США. Кроме того, Казахстан уже действует. В Минторговле республики заявляют, что правительство уже направило в администрацию Белого дома конкретные предложения и инициативы по улучшению условной взаимной торговли. Документы уже на столе в овальном кабинете. Казахстан нацелен на диалог, но ясно дал понять, национальные интересы будут защищены. Ташкент и Москва на связи. Путин провел переговоры с Мирзиёевым, который только на прошлой неделе побывал с официальным визитом в Азербайджане на встрече с Алиевым. В официальном заявлении Кремля перечислены темы, которые обсуждали во время телефонного звонка.
Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей. В Узбекистане тем временем уточняют, что Мирзиёев говорил с Путиным еще и о международной повестке. Обсуждалась ли тема обострения в отношениях между Москвой и Баку, неизвестно. В этом контексте подчеркнута необходимость тщательной подготовки и обеспечения результативности запланированного осенью этого года второго заседания Совета регионов Узбекистана и России. Лидеры двух государств также обменялись мнениями по международной повестке, рассмотрели график предстоящих мероприятий. И напоследок уже традиционно новость не о политике. В Великобритании представили полноразмерный болид Макларен F1 из конструктора. Всего через несколько дней после триумфальной победы Ландо Норриса на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне в парке Леголенд Виндзор Резорт появился экспонат, который буквально собирает на себе взгляды. Полноразмерная копия болида Макларен, полностью построенная из деталей Лего. Цифры впечатляют. На болид потратили почти 400 тысяч деталек Лего, вес 2420 килограммов, разгоняется даже до скорости до 20 км в час. Собирали гоночный автомобиль 6 мастеров в течение 1800 часов. Модель воссоздана с ювелирной точностью от аэродинамических элементов до фирменной ливреи Макларен. И это не просто арт-объект. Болид был доставлен на специальном транспортере, бережно выгружен и установлен на подиуме прямо в центре парка. Друзья, хорошего вам дня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, оставляйте также свои комментарии под этим видео. Я напомню, новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. До встречи!